Бодрого времени суточек, дорогие друзья! Вы смотрите Ретро Legends Garage, и я, ее ведущий рэпер Сява. Ваши аплодисменты. И сегодня я для вас подготовил удивительный обзорчик вот этой замечательной ласточки. Парень, ну ты чё, ты каналы что ли попутал? Ты что тут делаешь? Ладно, Что пойди отсюда? Ну, я понял. Друзья, всем привет! С вами Retro Legends Garage. И сегодня мы снимем обзор на этот крутейший Dodge Charger 69-го года. Погнали! Братик, слушай, ну хоть можешь сказать, что расход по бензику у нее как? Братан, сейчас вы все узнаете. Все, смотрим. Ну что, друзья, это легендарный Dodge Charger 69-го года. Это второе поколение, и оно действительно легендарное. Это культовый автомобиль, как для американского рынка, так и для мирового. Начнем, наверное, с ходовых характеристик, поскольку мы сейчас едем за рулем по городу. Сразу скажу, что это самый слабенький и маломощный автомобиль из трех наших чарджеров. Здесь стоит 318 мотор, 5,2 литра, мощностью всего 230 лошадиных сил. Ну и я думаю, там 30 точно разбежались, поэтому сил 200 здесь есть. Слил. Трехступенчатый автомат. Этого хватает для того, чтобы перемещаться по городу, ну, быстрее потока точно. Мотор очень тяговитый, мне это в нем нравится. Кайф. Подвеска на машине стоит абсолютно стоковая. Здесь когда-то менялись резинки, но это все сток-вариант, поэтому машина достаточно валкая. Из тюнинга здесь стоят тормоза передние, дисковые, Wilwood. Они маленькие, но машина изначально была на барабанах, и в сравнении с ними тормоза достаточно хорошие. Естественно, у меня в планах переработать как тормозную систему, так и всю систему подвески. Нужно заменить все обязательно на полиуретан, а некоторые элементы заменить на более производительные, более тюнячие. Также заменить задние барабанные тормоза обязательно нужно, чтобы машина была еще увереннее. Также я хочу поменять рулевой редуктор, поскольку здесь он стоковый, у него слишком большой ход и в нем есть люфт. Люфт это, скорее всего, просто из-за износа рулевого редуктора. Ну и почему бы не поставить тюнячку? Наверное, поставлю такой же редуктор, как ставил на Шевель. Мне он безумно понравился. Он очень короткий, очень четкий, встает болт-он, и в принципе все работает супер. Нареканий никаких не было. С чего? Подвеска, да, обязательно нужно поставить новые амортизаторы, пружины пониже. Ну и со временем, конечно же, я присматриваю колеса. Сейчас на нем стоковые облезлые колеса, которые абсолютно не идут ему и не нравятся мне. Будут большие, хорошие, наверное, 18-е диски, которые я вот уже, не знаю, месяц пытаюсь подобрать. Это реально сложно по дизайну. Если у вас, кстати, есть какие-то советы, и вы знаете, какие диски пойдут на Charger, пишите мне, я рассмотрю все ваши варианты. Вот наглядно могу продемонстрировать, насколько машина валкая. Очень сильно она переваливается с одной стороны на другую. Вот этот люфт в редукторе, ну, руль гуляет сантиметра на 3-4 точно. Поэтому я планирую, естественно, поменять редуктор. Ну, не служат они. Здесь никто его не ребилдил, никто не перебирал. Я думаю, 69-го года он так и стоит здесь стоковый. Никто никогда туда не лазил. Я пробовал его поднастроить, не получилось. Ну, соответственно, это люфт в шестеренках. Можно поменять шестеренки, но зачем? Примерно по деньгам получится то же самое, как и тюнячий редуктор. Ну ладно, на самом деле получится дороже. Тюнячий редуктор будет стоить порядка $800, а перебрать этот, ну, баксов 300, наверное, получится. Но в любом случае оно стоит этих денег, и после замены разница будет кардинальная. А вот когда пробки заканчиваются и появляется прямая,
defense, you ain't finna do shit. In the bloody face up on the 10 o'clock news skit. No threat, no sweat. Come here, get your throat check, toe check, yo neck. Show got make it pole red. Wake up with that nose bled, face up on the floor. Yeah, I wear your whole trash. She wants sex, she open both legs. I'm in the moped, both legs, but the popo past the best flow. These locos vex, but got these hoes wet. And the hoopty finna bounce with a cutie riding round. Ripping Uzi, spitting loogies at the bitch that talking down. You be moving through your town, doobie dookie doo doo ground. You be goofy, I be gassy, smoking boofy by the pound. And the hoopty finna bounce with a cutie riding round. Ripping Uzi, spitting loogies at the bitch that talking down. You be moving through your town, doobie dookie doo doo ground. You be goofy, I be gassy, smoking boofy by the pound. I ain't never been part of no snitch click, shogun nigga. C12, we having fences in these trenches, bitch. Все, естественно, сказано было до меня. Это культовое поколение, второе поколение. Самое востребованное и желанное поколение маслкара во всем мире. Его хотят в Америке, его хотят в Европе, в России, в Азии, по всей нашей земле. У дизайнеров получилось соединить элегантность и брутальность. То есть взяли задние крылья от тех времен фулл-сайзов, помните, бутылочка Кока-Колы, и сделали этот дизайн брутальным, добавили ему более острые грани, чуть-чуть убрали форму, получилось в меру агрессивно и в стиле той эпохи. Также крутейшая морда. Вот эти вот закрывающиеся фары, это визитная карточка Чарджера. Они работают исправно на вакуумной системе. Да, одна чуть-чуть заторможена, но это сказывается время на вакуумной системе. Продаются киты, стоят они в районе 300 баксов. Можно переделать все это на электронику, и все будет работать симметрично, синхронно и без каких-либо проблем. Мы это сделаем, когда займемся восстановлением этого проекта. Да, у нас в планах его сделать как нужно. Сейчас нет смысла этим заниматься. Мы его возим на мероприятие и не хотели бы разбирать его летом. Мы займемся им зимой. Нам предстоит полная покраска машины. Мы снимем все до металла, выведем все плоскости. Видите, здесь видно, что грани, они немного замылены, закруглены. А такого не должно быть. Я хочу это все переделать, чтобы добавить ему брутальности. Так он выглядит как обмылок какой-то. Но это огрехи восстановления до. И, конечно же, мы займемся ходовой тормозной системой и поменяем ему мотор. Да-да, я не хотел бы, конечно, но что за Charger с двигателем 5,2 литра? Не подходит ему такой мотор. Сюда встанет Big Block 440, и эта тачка будет валить. Возможно, мы даже установим на него компрессор, но вы это все увидите сами в выпусках зимой. Пока мы стоим в пробке, можно рассказать про поведение машины в городе, в центре, в пробке. Расход у тачки достаточно небольшой, порядка 15 литров. Это совершенно мало, совершенно финансово ненакладно. Карбюратор настроен под этот мотор. Мотор не мощный, естественно. Карбюратор здесь стоит 500-й, то есть, маленькие жиклерчики, как нажал, так и поехал. Соответственно, когда ты просто стоишь, расход, она может сутки простоять, и там стрелка упадет на чуть-чуть совсем, ничего в этом страшного нет. В пробках машина не греется, опять же, плюсы маленького мотора. Он не нагревается сильно, машина не перегревается, она стабильно работает. То есть, казалось бы, да, минус — это мощность, а плюс — это его стабильность, его экономичность. Для кого-то 5,2 литра это немало, да, для меня это мало. Так вот, машина с этим мотором, она универсальна. То есть мы машину эксплуатируем все лето, я езжу на ней каждый день, и ест она не больше, чем Land Cruiser 100, точнее даже меньше. Эти моторы ставились вплоть до 92 года. У Мопара они были газовые, были инжекторные, и прям штамповались
тысячами, огромным количеством. Ну, 92 год, последний год выпуска этого мотора. Ну и как этого мотора? Этого блока, грубо говоря, 318-го. Колоссально. Из того, что здесь нестандартно, это алюминиевый радиатор. Ну, я считаю, что вообще это must-have для всех старых американских тачек. Стоит он порядка $200, но он снимает столько проблем. Вот так вот просто. Поэтому оставляем его здесь. Так, вакуумник GTC, все стандартное. Машина эта не оснащена кондиционером, поэтому здесь стоит маленькая печка. Дворники, бачок омывающей жидкости, аккумулятор совершенно какой-то непонятный, большой. Ну, работает и работает, как говорится. Моторное пространство не подготовлено, то есть видно, что подкрылки вроде бы новые, их вроде бы красили, вроде бы нет. Я не понимаю, что здесь такое, но они какого-то золотого непонятного цвета, хотя машина синяя, и видно напыление на них. То есть кто-то не доделал, кто-то начинал делать, но не доделал. Соответственно, мы, когда будем доставать мотор, мы все это подготовим, открасим, придадим лоска, переложим, естественно, всю проводку заново, поскольку я не любитель оставлять старую проводку. Мы поставим все на современные предохранители, распределители и так далее, электронные блоки. Все будет переделываться и прятаться аккуратно в специальную чешую. А для тех, кто не может себе позволить настоящий чарджер, компания D'Agostini на российском рынке представила вот такую крутую модель. Это Dodge Charger 70-го года из легендарного фильма «Форсаж», на котором Вин Дизель вставал на задние колеса. Эту модель в масштабе 1:8 вы можете собрать сами, используя ежемесячное издание от D'Agostini. Как я и говорил ранее, если машину посмотреть снизу, она в очень хорошем состоянии. К кузову придраться вообще не к чему. Ну, естественно, некоторые места просто чуть-чуть внешне поржавели. Это надо будет пройти антигравием и все тут просто привести в порядок в плане визуально. А так, никаких жучков, тем более сквозных дыр здесь нет. Этот чарджер по сравнению с двумя нашими предыдущими просто в отличном состоянии. Также я вижу здесь свежеустановленную выхлопную систему. Здесь нет банок, здесь стоит просто два вот таких вот маленьких резонатора. И все, прямая трасса. Звук вы можете слышать сами, он крутой. Он не громкий, был бы, естественно, мотор более мощный, более объемный. С такими резонаторами он бы звучал раза в 2 громче. Но такому мотору этого выхлопа хватает, он звучит не громко и сочно при этом. Также здесь новая система привода ручника, ну, в данном случае ножник, поскольку у американских тачек ручник включается и выключается ногой. Стоят новые амортизаторы. Единственный минус – все резинки, сальники, сайлент-блоки старые. Их нужно будет поменять. Ну, как я и говорил, поставим полиуретан. Здесь еще из минусов течет резинка входная в бак, то есть когда заливаешь полный бак, вытекает по чуть-чуть бензин. Видимо, она просто рассохлась из-за старости, ее надо заменить и будет все в порядке. Ну а спереди, там где двигатель, видны подтеки. Течет поддон двигателя, течет, видимо, коробка, а именно задний сальник. Все это решается копеечным образом. Покупается прокладка поддона, меняется, не снимая мотор. Также можно снять кардан и заменить задний сальник коробки, вообще не снимая ничего. Этим мы займемся попозже. Ну, вообще, займемся ли, поскольку мотор под вопросом, останется здесь этот или мы его заменим на 440-й, что, скорее всего, будет именно так. По характеристикам, ну, по сиденьям, по эргономичности, здесь очень комфортно. Тут спинка не регулируется, регулируется только положение сидения относительно руля, ближе, дальше. Но, в принципе, за счет мягкости сидений я чуть-чуть проваливаюсь назад, и мне удобно по посадке
я не испытываю каких-то там сложностей с тем, когда еду долго в этой машине. Мы ездили в Нижний Новгород и на ней тоже. Ну, в принципе, я ехал на пути обратно, и мне понравилось. То есть у меня ничего не затекло, здесь очень мягкое сиденье. Оно состоит из также пружин и, ну, по кайфу. Реально по кайфу ездить на дальние расстояния. Но вот когда заканчиваются пробки, начинается прямая, машине можно дать реализовать свои 200 с копейками сил. И, в принципе, этого выше головы достаточно, чтобы первым уйти со светофора. Да, салон здесь полностью восстановлен. Это реально необычно, поскольку мы всегда получаем машины в состоянии хуже некуда. Здесь он кем-то, ну, видимо, прошлым владельцем восстанавливался. Я бы не сказал, честно, что он сделан хорошо. Он внешне выглядит окей, но мой придирчивый взгляд, а особенно я придираюсь к качеству исполнения сидений, потолка, облицовок дверей, мне не нравится, скажу так. Дверные карты здесь куплены в Америке, они вот готовые продаются в таком виде, и, к сожалению, качество у них, ну, посредственное. Они, в принципе, похожи на то состояние, когда машина выходила с конвейера. А качество тогда, вы сами понимаете, было, ну, так себе. Комментариев очень много, главное, он комплектен. Есть все элементы, что-то, кстати, я уже успел поменять, например, замок зажигания, поскольку все ключи были разные, от багажника, от дверей, от зажигания. Я поставил новую личинку сюда, на двери, на багажник, и теперь у меня просто два ключа. Один на зажигание, другой на двери с багажником, и они отличаются, все элементарно. Здесь нет музыкальной системы, стоит магнитола, но она не работает, она не подключена. Я не знаю, остались ли здесь колонки, по заводу они должны быть под приборной панелью и сзади в полке, но не было возможности еще пока посмотреть. Скорее всего, отсутствует. Надо будет все это перерабатывать, ставить скрытую магнитолу современную или iPod управления и куда-то придумывать места, куда можно поставить колонки. Также скрытно. Я не сторонник того, чтобы в классику ставить колонки и магнитолу на виду. Это нужно спрятать. Нам ведь главное звук. А вид, вот, стоковая система потрясающе выглядит. Еще я поменял здесь приборную панель. Старая работала, все было нормально, но выглядела она так себе. Решили попробовать провести эксперимент, так сказать, и заказать нашу первую приборную панель от Dakota Digital. Она стоила, сейчас не слушайте, целую $1000. И, на мой взгляд, это реально дорого. Ну, когда я ее открыл, посмотрел, покрутил в руках, посмотрел, что в комплекте, я понял, что она, ну, стоит этих денег, реально. Она вся цифровая, ничего аналогового не остается. Меняются все датчики, убирается трос, который идет к коробке. Здесь стоит также датчик, вкручивается на место туда, где вкручивается трос, и по кабелю передается информация на приборную панель. Новые и также в комплекте датчики давления масла, температуры, вольтметр и уровень топлива работают через стоковые датчики. И красивая подсветка белого цвета. У них был выбор красная, синяя. Кстати, странно, что нет универсальной, в которой бы были все цвета. У них можно выбрать изначально, когда покупаешь, только один цвет. Мы выбрали белый. И она не бросается в глаза, выглядит стильно и красиво. Я выбрал самый такой максимально приближенный и аутентичный дизайн, поскольку они тоже бывают там в 5 разных версиях циферблатов, то есть там разные цвета, разные дизайны, разные стрелки. Это самый-самый такой строгий, и он вошел сюда просто офигеть как круто. Все датчики работают очень информативно и без лишней пошлости. Багажник чистенький, аккуратненький, он не подходит под цвету машины, он такой же, как подкапотное пространство, какого-то непонятного золотого зашмыганного цвета. Но самое главное, что мы можем здесь увидеть, то что он целый, классический большой багажник на любом фулл-сайзе этих годов. Сюда можно легко залезть и свободно, комфортно разместиться. И с горловины идет патрубок в бак. Он почему-то расположен совершенно неудобно. Он съедает половину пространства багажника. То есть, если я хотел бы что-то положить сюда по размеру,
крышки багажника, я бы не смог это сделать. Что-то все-таки, наверное, надо было перенести, но для удобства сделали по прямой. Также в багажнике можно наблюдать вот такие большие элементы фар. Здесь должны были стоять лампочки. Ну как, когда мы машину забирали, здесь они стояли. Мы заменили на диодную плату, и она вписалась сюда очень-очень круто. Я прям дико восхищаюсь тем, как сейчас работают задние фонари. Друзья, спасибо вам большое, что посмотрели наш новый выпуск. Мы стараемся для вас, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайте своих друзей на наш канал. Мы растем и растем благодаря вам. Еще раз приношу извинения за то, что мы опоздали с выпуском серии. Мы привязаны к погоде, и чтобы снимать тест-драйвы, нам нужны солнечные дни. Поэтому оставайтесь с нами и до новых встреч!